Распоряжением главы государства генерал-майор Жазыкбаев Шайх Хасан Саттаркулула назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан по воспитательной и идеологической работе. Распоряжением главы государства генерал-майор Артыков Бауыржан Шубаевич назначен командующим войсками регионального командования «Запад» сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан. В Астане министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил Главное управление военной полиции. Руководитель оборонного ведомства ознакомился с материально-техническим оснащением Главного управления, осмотрел специальную технику и спортивный городок, проверил уровень оснащения кинологической службы, специальное снаряжение и предметы дрессировки служебных собак. Министр обороны подвел итоги инспекции Главного управления военной полиции и поставил ряд задач по развитию инфраструктуры, укреплению кадрового потенциала и оснащению подразделений, ответственных за обеспечение правопорядка в вооруженных силах страны. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил Национальный университет обороны, ознакомился с материально-техническим оснащением вуза и достижениями специалистов в сфере информационных технологий военного научно-исследовательского центра. В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом генерал-полковник Руслан Жаксылыков обозначил ключевые аспекты современной геополитической обстановки, подчеркнув, что современная система послевузовской подготовки офицеров должна учитывать ее особенности. Перед личным составом университета он поставил ряд задач по освоению новых направлений деятельности и совершенствованию учебного процесса. Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов проинспектировал военные объекты в Атырауском гарнизоне и представил личному составу командующего войсками регионального командования «Запад» генерал-майора Бауыржана Артыкова. В ходе рабочей поездки первый заместитель министра обороны произвел осмотр служебных помещений, новых модульных казарм и санитарной части войсковой части 41-433 с участием генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова и заместителя акима Атырауской области Кайрата Нуртаева состоялось открытие здания призывного пункта городского управления по делам обороны. Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов ознакомился с ходом строительства объектов территориальной обороны и произвел осмотр инфраструктуры полигона Карабатан. Делегация Минобороны Казахстана под руководством заместителя министра по вооружению и военной технике генерал-майора Бакытбека Сыдыкова посетила военно-техническую выставку в Саудовской Аравии. На полях выставки делегация Министерства обороны провела ряд встреч с представителями иностранных компаний, специализирующихся на производстве вооружения и военной техники. В Алматы прошел 6-й цифровой форум Digital Almaty 2023 Industry X «Цифровая эволюция будущего», где на одной из панельных сессий выступил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев. Он поделился преимуществами перевода государственных услуг оборонного ведомства в цифровой формат. Сегодня они осуществляются посредством портала электронного правительства и мобильного приложения ЕГОВ. Следует отметить, что Министерство обороны перевело услугу по найму служебного жилья в цифровой формат. В ЕГОВ запущена услуга заключения и продления договора найма служебного жилища Вооруженных сил Казахстана. В настоящий момент на портале ЕГОВ уже доступны 3 государственные услуги, связанные с постановкой в очередь на жилье и заключением договора найма. В Актюбинской области на помощь водителям и пассажирам, попавшим на трассе в снежные заносы, пришли военнослужащие регионального командования «Запад» Вооруженных сил. Работы ведутся совместно со службами спасения и сотрудниками дорожной полиции региона. Для оказания помощи людям в условиях чрезвычайной ситуации войсковая часть 30-238 регионального командования «Запад» выделила многоцелевой легкобронированный тягач на гусеничном ходу. Вместимость машины повышенной проходимости более 10 человек. Экипаж военного вездехода работает в 65 километрах от областного центра в районе поселка Акжар. В данный момент военнослужащие оказали помощь более 50 гражданам, в числе которых 2-месячный ребенок. Спасательные работы продолжаются. Войска региональных командований «Запад», «Астана», «Юг» и «Восток» получили свыше 150 грузовых машин КАМАЗ-43-114. Хорошим подспорьем для военных станут пассажирские автобусы БАЗ-32054, машины технической помощи и вахтовый автобус на базе КАМАЗ-43-118. Обновление парка машин колесной грузовой техникой повышенной проходимости и пассажирскими автобусами способствует укреплению технического потенциала подразделений и более качественному проведению мероприятий боевой подготовки.
Солдат Второй мировой войны обрел покой на родной земле. Останки красноармейца Кисыма Адиева были перезахоронены на мусульманском кладбище Ногай в городе Атрау. Из России в Казахстан они были доставлены военно-транспортным самолетом сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана по инициативе общественного объединения «Атамның аманаты». Отдать дань глубокого уважения воина-казахстанцу пришли представители городского акимата, ветераны афганской войны, участники миротворческой миссии на таджикско-афганской границе и курсанты военно-технической школы Атрау. Более 80 лет Кисым Адиев считался без вести пропавшим. В Атрау живет его сын Сембай Кисымов. В Туркестанской области прошла акция «Егемен елдің ертеңі айбынды жастар». Информационно-разъяснительная группа провела мероприятия в городах Туркестан и Кентау. В Туркестане информационный десант встретился со 102-летним участником Великой Отечественной войны Неметом Абдрасиловым. В Кентау делегаты встретились с акимом города Жантосом Тасовым, провели уроки мужества для учащихся 9-11 классов и организовали выездную выставку «Герой в сердцах народа», посвященную вековому юбилею Халық Қаһарманы генералу армии Сагадату Нурмагомедову. В Алматинской республиканской школе «Жасулан» имени Бауыржана Момышулы состоялась встреча воспитанников с Халық Қаһарманы генерал-лейтенантом Бахытжаном Ертаевым. Визит Бахытжана Ертаева прошел в рамках мероприятий, проводимых в связи с вековым юбилеем Халық Қаһарманы, героя Советского Союза, генерала армии Сагадата Нурмагомедова, Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева и 35-летие вывода войск из Афганистана. Урок мужества начался с церемонии возложения цветов к монументу Бауыржана Момышулы. Затем гость рассказал о разных этапах своей армейской жизни и поделился интересными фактами биографии народных героев. В поселке Касцык Илийского района в здании средней школы номер 6 имени казахского актера кино и театра Ануарбека Молдабекова установили мемориальную доску казахстанскому воину Вячеславу Мезенцеву, погибшему при исполнении воинского долга в составе коллективных миротворческих сил Казахстана, участвовавших в охране внешних границ СНГ. Рядовой Мезенцев был призван в ряды вооруженных сил Казахстана в 1993 году, проходил срочную службу в поселке Отар в войсковой части 25744. По ее окончании он самостоятельно подал рапорт для продолжения службы в качестве миротворца на таджикско-афганской границе. Погиб Вячеслав Мезенцев 12 февраля 1995 года в ходе атаки боевиков бандформирования. Полк связи регионального командования «Юг» отметил 30-ю годовщину образования. На торжественное мероприятие были приглашены все предыдущие командиры воинской части. Гости торжества и ветераны вспомнили о сложных годах развития и становления части. При этом с гордостью все отмечали, что любые задачи, которые ставило руководство, военнослужащие полка выполняли качественно и в полном объеме. И управление командующего войсками регионального командования «Юг» всегда было обеспечено всеми видами связи для организации управления войсками. В международном аэропорту города Алматы состоялась торжественная встреча армейской спортсменки, чемпионки мира Ангелины Лукас. Гордость казахстанского бокса вернулась из Баку с очередной победой и новым титулом. Нокаутировав пакистанку Рому Юсуф в первом же раунде, Ангелина завоевала вакантный титул чемпионки мира по версии WIBA. Это 6-я победа спортсменки на профессиональном ринге. В активе Ангелины Лукас уже есть чемпионские пояса по версиям WBC International и UBO. Армейские спортсмены успешно выступили на чемпионате Казахстана по борьбе, который прошел в столичном дворце единоборств Жекпе-Жек имени Жаксылыка Ушкемпирова. По результатам чемпионата страны по греко-римской и вольной борьбе среди взрослых спортсмены Центрального спортивного клуба завоевали по 7 медалей золотого, бронзового достоинства и серебро. Отметим, что в чемпионате приняли участие свыше 200 спортсменов из 20 регионов страны, в том числе более 100 женщин. Серебро и бронзу армейцы также завоевали на международном турнире. В городе Аль-Фуджайра Объединенных Арабских Эмиратов завершился международный турнир по тайквондо Фуджайра Open G2. В состязаниях приняли участие более 600 спортсменов из 30 стран. Казахстанские тайквондисты боролись за медали в 4 возрастных категориях. В решающем поединке служащая вооруженных сил Республики Казахстан Жансель Денис уступила спортсменке из Марокко и заняла 2-е место. По итогам турнира бронзовую награду получили служащие вооруженных сил Республики Казахстан Бексултан Мусахан.